Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Александр, компания «Агрожелудня». Мы представители немецкого завода КВД, который находится в Германии, который изготавливает агрегаты по технологии Култан. Кто не в курсе, технология Култан – это инъекционное внесение жидких азотных удобрений путем инъекции прямо в грунт на глубину 6-7 сантиметров. Мы находимся в Запорожской области, это Гуляйпольский район, на фермерском хозяйстве, которое приобрела агрегат по технологии Култан, широкозахватный АПИ-16, 16 метров шириной захвата. Прямо за мной сейчас стоит аппликатор серии АПИ. Это украинско-немецкий проект по технологии Култан. Мы сделали частичную локализацию в Украине агрегатов по технологии Култан. В Украине мы делаем раму шасси, ставим украинскую бочку и производим сборку данных агрегатов из оригинальных немецких и итальянских комплектующих. Сейчас хотел немного вам рассказать о характеристиках данного агрегата. Это 16-метровый агрегат по технологии Култан, он имеет ширину захвата 16 метров. На нем расположены немецкие рабочие органы КВД с междурядием 25 сантиметров для зерновых культур и рапса. Данный агрегат может вносить от 120 до 2000 литров на гектар без потери производительности. На данном агрегате установлена электронная система, это раговский блок управления Bravo 400 SLT. Этот блок управления уже имеет цветной монитор, имеет свой GPS-приемник. Он уже может работать с автоматическим отключением секции на перекрытии. С такими возможностями данного компьютера это очень сильно облегчит работу механизатору, а также увеличит качество внесения и правильность внесения для получения максимально эффективного урожая. Данный компьютер имеет возможность работать с дифференцированным внесением. Мы вводим карты точного внесения, и агрегат вносит везде нужную норму, такую, как запланировал агроном. Сейчас хотел показать небольшие особенности данного агрегата. На данном агрегате мы реализовали технологию копирования почвы, как и на оригинальном немецком агрегате КВД. Здесь у нас 4 секции по 4 метра. Каждая из секций может повторять неровности грунта. Вот смотрите, я сейчас покажу вам. Вот я надавливаю. Вот 4-метровая секция, она прекрасно повторяет неровности грунта. Также, помимо этого, еще у нас весь подкрылок, который 8 метров, да, и эти 4 метра тоже повторяют неровности грунта. Вот сейчас я вам покажу. Видите, как легко это происходит, он весит несколько тонн, но руками легко могу их двигать, потому как очень хорошо отцентровано и правильно сделано. Помимо этих 2-4, еще само крепление, которое держит 2 секции по 4 метра, оно тоже повторяет неровности грунта. Вы видите, да? Помимо этого, сам рабочий орган на резиновом демпфере еще повторяет неровности грунта порядка 25 сантиметров. Второе крыло аналогично. Что мы получаем в итоге? Мы можем работать с неравномерностью почвы. От левого края агрегата до правого агрегата может быть перепад неровности грунта до 2 метров. И везде рабочие органы будут вносить равномерно. Это очень большое преимущество среди конкурентов, потому как у большинства конкурентов повторяет неровности грунта порядка 25 сантиметров и не более. На агрегатах небольшой ширины захвата, в принципе, это может быть не проблема, если поле хорошо подготовлено. Но когда мы говорим о широкозахватных агрегатах, как этот 16-метровый, то действительно есть проблема. Вы можете работать, и на края у вас могут просто не углубляться в грунт, не вносить на глубину 6-7 сантиметров, могут немножко вымиляться и так далее. В данном случае этого не будет, потому как я вам сейчас просто продемонстрирую, подниму, мы поднимем, допустим, это крыло, самый верх, да, и поднимем это крыло в самый верх. И мы видим, какой перепад неровности, то есть мы наезжаем на неровности в виде бугра, то везде будут заходить рабочие органы. Аналогично в эту же сторону. Видим, да? На данном агрегате установлены шины низкого давления. Это R32 на 800. Эти шины позволяют минимально давить на грунт, то есть не оставлять колеи даже на зерновых культурах, потому как рассчитана масса агрегата на ширину самого колеса и его диаметр. Для транспортировки либо переезда с поля на поле нужно обязательно фиксировать шплинтами крылья, для того, чтобы они не били ни по бочке, ни по раме, ни по колесам, не попадали. Поэтому вот как в нашем варианте мы сейчас зашплинтовали
полностью крылья. Теперь вы можете видеть, что крылья не играют, они не ходят на шарнирных механизмах. В таком виде мы складываем, раскладываем агрегат и также его транспортируем. Друзья, очень хотелось бы показать данный агрегат в деле, но буквально вчера, это было 17 июня, выпало на данном хозяйстве 55 миллиметров осадков. Поэтому в полях слишком сильно переувлажненный грунт. Мы не можем зайти в поле, чтобы продемонстрировать агрегат в работе. Но обязательно мы снимем ролик, когда этот агрегат будет работать. Скорее всего, это будут какие-то осенние работы, ну и, естественно, весенние работы по озимым культурам. А с вами был Александр, компания Агрожиловня. Всем пока, всем хороших урожаев.